Добрый день. Сегодня у нас четвертая лекция, на которой мы хотим поговорить о необходимых и достаточных условиях устойчивой работы ZP Energy Device. Это продолжение наших 3 лекций. Я надеюсь, будут еще и следующие. Как говорил товарищ Ленин, коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. Очень такая крылатая, помнится, фраза была, да? Ее можно перефразировать в отношении к ZP Energy Device следующим образом. Устойчивая работа ZP Energy Device есть геометрическая форма плюс синхронизация на территории всей страны. То есть есть необходимое и есть достаточно. Для работы ZP устройства, значит, еще раз давайте говорим, что такое ZP устройство, потому что сейчас очень мало об этом в интернете. ZP Energy устройство — это Zero Point Energy устройство, то есть устройство с КПД выше единицы. Ну, в России, например, оно более известно как бестопливный генератор и так далее. То есть это энергетические установки, не требующие топлива. Для устойчивой работы ZP Energy девайсов необходима синхронизация. Значит, откуда это идет? Откуда такие мысли, для чего? Скажете вы, она нужна и так далее. То есть большинство людей в мире, не только, так сказать, просто большинство думают, что это такой девайс, который как телевизор поставили, и он годами работает. То есть его включили и забыли, как говорится. Да? То есть это элементарная такая вещь, которая не требует обслуживания и так далее. Ну, в чем-то вы правы, конечно, когда вы так думаете, но в большинстве своем это не так. ZP устройство, оно достаточно капризно, оно требует постоянной синхронизации, то есть информации извне о том, как ему быть. Если предположить, что наше пространство урезано, и урезано намеренно, ну, о чем говорит тот же Рыбаков, то можно для себя построить такую схему нашего пространства, как есть некая сингулярность, ну, например, черная или белая дыра, да, и какое-то ограниченное пространство над ним. И вот над этим пространством, вот на этой сетке, грубо говоря, мы с вами находимся. То есть это не n-мерное пространство, не 10-мерное пространство. Это, так скажем, 5-мерное пространство, которое специально кем-то по какой-то воле урезано. Кем и как, это уже как бы отдельные другие разговоры. Но, например, вот мы с вами находимся вот в этом пространстве. То есть оно замкнуто. Оно управляется, так скажем, сборкой вот этой М1 штрих. Так. Если вот эта сборка вот этого всего, она М большое, то вот это будет М штрих. То есть у нас получается 2 сборки. Сборка вот этого пространства и сборка вот нашей, например, пространства Земля. Ну, возможны многослойные схемы, да, то есть тут не обязательно это все на одной плоскости, то есть это может быть совершенно, так сказать, многоуровневая структура. Ну, веды так и говорят, что, в общем-то, мир многоуровневый. То есть мы, предположим, мы не наверху, а мы где-то вот здесь, где-то внизу. Тогда вопрос напрашивается сам для себя. Значит, зачем нам вот эта сингулярность, зачем нам вот эта вот сборка ограничений? Дело в том, что мы живем, грубо говоря, на каком-то фильтре. Фильтре энергии и потоков, которые уходят в эту сингулярность. То есть это какая-то ловушка или, грубо говоря, точка эвтектики.
То есть энергия ходит как и сюда, и отсюда, а мы, грубо говоря, пострадавшие. Ну, не пострадавшие, а, так сказать, в этом пространстве его получаем. Например, если взять ту же самую грозу, да, то это просто выход пространства и какой-то энергии, которая попадает в наше пространство и синхронизируется с ним. Вот эта вот гроза, то есть сами вот эти молнии, это и есть синхронизация. Можете набрать в интернете, посмотреть молнии, там, замедленная съемка, и вы увидите, что сначала из Земли выходит несколько таких стоящих столбиков, ждут, ну это в миллисекундах идет, да, и только потом уже приходит синхронизация. То есть он долго выбирает, куда подойти, к какому столбику. То есть Земля общается вот с этой энергией, дает синхронизацию. В результате мы имеем воздух, воду, кислород и прочее. Древние использовали как раз воду, вот эту дождевую, для синхронизации. То есть при грозе, при прохождении вот этой энергии, так скажем, чужеродной, которая выходила отсюда, например, или входит туда, идет согласование пространств. И вот это согласование, оно достаточно удачное. И вода, она как носитель информации запоминает этот драйвер, это состояние синхронизации. Ну, в древнем мире очень часто были синхронизации через воду. То есть, ну, многие сейчас вот даже раскапывают в Израиле старые храмы и видят, что некоторые храмы, перед храмом небольшой бассейн, такая миква. То есть надо пройти через воду. То есть эта вода служит синхронизацией для всех входящих. То есть все должны зайти с общим знаменателем. Для чего это нужно? Ну, потому что внутри есть какое-то CP-устройство. Нам сейчас трудно понять, мы смотрим на остатки этих руин каменных и совершенно не понимаем, что там было и почему там такие усилия для создания всего условий этому ZPNG девайсу, то есть колоссальные. То есть там раньше там, ну, один человек мог не работать, но 10 человек должны были работать. То есть не было такого, что сейчас, например, один работает и трое бездельников в наше время. Вот, то есть, но все равно деньги тратились неимоверные на культовые всякие храмовые сооружения. То есть, значит, это было нужно, это было обосновано. Итак, значит, синхронизация через воду. Значит, вода как носитель драйвера синхронизации. Возможно, еще другие варианты. То есть, можно взять синхронизацию воды рек. То есть река – это разлом. Это разлом в земле, это уже несколько другая энергетика. И в основном ценится, конечно, уже здесь определенные условия этих рек. Ну, вот взять ту же самую Амарну, взять ту же самую прежние какие-то поселения, да, то есть мы видим, что все города и крупные какие-то мегаполисы, они создаются на поворотах рек. То есть поворот рек, он создает определенную энергетику. Да, и совершенно необходимые условия для таких мегаполисов – это обязательно поворот рек. То есть на ровном участке реки такие поселения не возникают. Или возникают, но в них нет крупных мегаполисов. Значит, почему это происходит? Ну, очевидно, при повороте
воды происходит выход какой-то энергии, да, которая позволяет и существовать этому драйверу, и высвобождается и дает возможность синхронизации. Ну, можно, грубо говоря, брать синхронизацию с обычной лужи, да, как в Израиле, например, как в Иерусалиме. Да. Что такое Иерусалим? Это Иерушалиму. Это древнейшее поселение еще до иудейское, языческое. Это город был посвящен Шалиму. Шалим — это божество заката. Кто был в Израиле и жил в Иерусалиме, тот никогда не забудет, какие там закаты. Закаты там просто необыкновеннейшие. То есть это красивейшие и всегда разные. Божество Шалиму использовалось для интронизации статуи божества. Но это уже как бы отдельный другой разговор. Там нет реки. Там древнейшая цивилизация, как это нам неизвестно, оставила огромные водные танкеры. Значит, в каменных вот этих пустотах. Они искусственного происхождения, и там собирается дождевая вода. Значит, дождевой воды в Иерусалиме выпадает столько же, сколько в Лондоне. Это потрясающе. Там дожди идут ливневые по ночам. Поэтому там огромный запас вот этой воды, именно дождевой. Дождевая вода в иудаизме ценится значительно выше, чем обычная. Почему? Потому что она считается как божественной, синхронизированной, и с нее как бы идет синхронизация. В иудаизме очень важный момент — это миква, это синхронизация тела, это особенно для женщин. Ну и вообще это очень важный момент. Иудеи даже говорят, что главное — это миква, а уже про синагогу это уже потом. Сначала нужно построить микву, а потом синагогу. Ну, в основном я с ними согласен, это, в общем-то, правильно, потому что синхронизация важнее, чем просто собрание. Значит, что у нас, например, давайте посмотрим, например, на примере Амарны, да? Какие здесь плюсы и какие минусы. Хочется сделать такой небольшой анализ. Амарны построены, значит, совершенно достаточно правильно. То есть древние использовали только правый берег реки. То есть всегда жили на правом берегу. Правый берег считался для живых, левый считался для мертвых. Ну, в Египте это было как бы очень строго. Значит, хоронить на правом берегу запрещалось. Но вот здесь мы видим два кладбища в Амарне. Видимо, не знаю зачем, потому что 100 квадратных километров вот такого вытянутого, как Сталинград, города, а вот эта часть, она была отдана прислуге и строителям. И здесь, а вот так вот идут скалы, просто идут скала, просто, ну, она огромная скала. Не знаю, по какой причине было вот это нарушение, то есть они не стали хоронить на левом берегу, и это, я считаю, их погубило. Потому что они отошли от своих канонов. Также у них еще вот есть вот это центральное тело, центральная вот эта вот стрелка, как в Ленинграде, да, которая тоже, вот если она как бы разделяет этот поток и энергию тоже разбивает и дает возможность выхода этой энергии. Напоминаю, вот здесь вот так идут скалы, и это как бы еще и усиливает этот эффект. То есть она получается, вся постройка получается в таком экране. Справа у нас экран получается. Ну, Амарна просуществовала 12 лет. Зипи работал шикарно, то есть здесь был коммунизм. То есть самая счастливая жизнь здесь была, настолько счастливая, что фараон забыл даже заниматься Египтом. Значит, что у нас по Амарне, можно сказать? Значит, любимой женой у Эхнатона была нубийская царица. У нее был вот здесь дворец, значит, южный.
Нубийское царство и Амарну – это очень важные вещи, они взаимосвязаны. Значит, почему такая большая связь и почему как бы оттуда многое растет. Значит, сейчас многие копают нубийскую цивилизацию, ну, потому что в Египте уже стало невозможно копать. То есть все вот геологи рассказывают, что просто, вернее, не просто геологи, а те, кто занимается археологией, пардон, то есть все археологи говорят одно, что просто Египет погряз в коррупции и копать невозможно. То есть за концессию просят просто миллиарды, а там уже ничего не осталось. Там копать нечего копать. Поэтому они пошли кто на север, кто на юг. Сейчас все копают, значит, рядом с Гебекли ТП, или пошли вот на юг туда уже копать Нубийское царство. Значит, огромное количество, значит, пирамид. Значит, пирамиды, скорее всего, вот эти, я считаю, ну, со мной многие согласятся, это из нашей группы, это хранилище использованных геометрических форм для работы с ZPNG девайсом. Форма, она имеет определенную, как бы, ну, срок жизни. В среднем где-то лет 70, больше она не работает в нашем пространстве. Если она собрана в нашем пространстве, это 70 лет. Потом она перестает работать и начинает выкидывать фертиля. В общем, ведет себя ужасно. И ее надо постоянно синхронизировать и куда-то утилизировать. Вот эти вот сооружения, они и есть утилизация этих геометрических форм. Все члены семьи, кто пользовался одной этой геометрической формой какой-то, этим ZPNG девайсом, они тоже, как правило, куда-то утилизируются вместе с ней. То есть эти курганы, всевозможные захоронения всей семьей и так далее. Откуда все это идет? То есть нельзя похоронить там мужа и его этот ZPNG девайс, а жену с детьми оставить. Начнется черт ли что. Их хоронят всех вместе. То есть это условие, как бы, использования ZP девайса, потому что ZP девайс привязывается к сборкам этих людей. Ну, это страшно для нас звучит, но мы считаем, что это так. Значит, в нубийских постройках мы видим то же самое, что и в Египте. То есть вот эти две, значит, определенные геометрические формы для синхронизации, обязательно проход через них, если посмотреть, значит, на все остальные храмы и этого времени, то есть, ну, это 13-14 век до нашей эры, да, то они практически идентичны. Вот Амарна, да. Вот они. Это флагштоки. Значит, здесь очень интересная мне попался, значит, лекция Михаила Фрейкмана, известного археолога из Израиля, который для меня очень серьезно сделал открытие по ZPNG девайсам. Это они раскопали древний иудейский алтарь. Ну, как у эсэсовцев был свой тоже юльский алтарь в ННРБ, да, если вы помните, то он нашел древний иудейский. Но он еще был языческий, то есть где монотеизм еще в иудаизме не наступил. По-моему, даже это не он раскопал, а его учитель, этот Гарфинкл. Вот этот алтарь. Они его нашли, ну, достаточно случайно, он был весь расколот, тут они его собрали. Значит, вот здесь в этом алтаре ставится какое-то, значит, божество, да, то есть или какая-то геометрическая форма. Значит, обращаю внимание вот на эту рамку. Значит, эта рамка
это не что иное, как вот это. Это, извините, египетский джет. Вот он. Это усилитель. Значит, как мы пришли к этому выводу? Значит, если рассмотреть генезис храмов, вот это последний иудейский храм, и здесь мы видим тоже вот он джет. Ну, если смотреть на стационарные храмы, то первым храмом был храм Соломона. И Фрейкман, вот это его реконструкция, он его вот так воспроизводит. Значит, что здесь, какие здесь отличительные особенности? Если сравнить его с Амарной, да, то он достаточно убогий. То есть то, что было в Амарне, это, ну, как бы Мерседес, а это, в общем, какой-то жуткий Запорожец. Значит, перед Соломоном, ну, стояла очень тяжелая задача. У них был конфликт с Египтом, и ему пришлось жениться на какой-то определенной... У него было много жен, значит, на египетской царевне, чтобы как-то замять этот скандал, да, и привлечь с ее помощью египетских специалистов, да, потому что уже никого из той бригады прошлой не осталось, и ему нужна была как бы информация. И второй момент, очень важный для него, это срок службы данного сооружения. Оно простояло не больше 200 лет, и связано это не с тем, что они не умели строить, а с тем, что в тот момент на Ближнем Востоке была очень сильная сейсмическая активность. И многие вот эти все храмы и постройки, и многолетние сооружения были разрушены не потому, что какие-то варвары прискакали к там разрушить, а чисто из-за землетрясений. И, очевидно, испытав на себе вот эти удары, самые первые и продолжающиеся, перед ним стояла инженерная задача построить храм как можно более устойчивый. Вот. Поэтому он едет за ливанским кедром, и вот эти вот деревянные балки, вот они являются демпферами. То есть это демпферы, которые сдерживают удары. Значит, вот сохранились постройки, где между камнями вставлены до сих пор целые еще не сгнившие древние вот эти вот куски дерева. То есть здесь дерево является как бы демпфером. Значит, храм Соломона — это был единственный действующий храм, в котором была реально действующая геометрическая форма и реально действующий Zapier девайс. Во втором храме уже его нет. Уже нет ни формы, ни Zapier девайса, просто есть здание. Также был еще и переносной храм. Значит, так называемая скиния. Почему скиния? Потому что она покрыта шкурами определенных животных. Значит, в ней реально была действующая геометрическая форма, которая была постоянно рабочей и днем, и ночью. То есть она ночью светилась, а днем она, в общем, был просто такой смерч. Вот 3 храма, как бы, да. Скинии было порядка, она была переносная, и порядка 30 стоянок было известно, да, где они стояли. В конце, уже после того, как
когда уже когда уже государство определилось, вот этот переносной храм, он исчез. Ну, неизвестно, что с ним, возможно, там какие-то с ним случились траблы. И ковчег находился в доме одного иудея, он его там просто сохранял до какого-то времени. И потом уже его поместили в храм Соломона. Так что вот всего лишь два действующих храма, один переносной, другой вот храм Соломона, вот они реально имели ZP-девайс и геометрическую форму рабочую. Значит, чем тут происходила синхронизация в храме Соломона? Я считаю, что здесь была на входе миква. Ну и Фрейкман тоже как бы на это намекает, что вот здесь на входе был такой небольшой бассейнчик, через который было не переступить, а все должны были через него пройти. То есть это, по крайней мере, была синхронизация посетителей. Да? Чем синхронизировался ZP, сама геометрическая форма, трудно сказать. Если вы помните, да, что раньше ее носили там на гору и синхронизировали куда-то, Моисей носил ее, это была отдельная операция, да, то есть он геометрические формы получал и носил их куда-то синхронизировать. То здесь, возможно, тоже они выносились и как-то синхронизировались, потому что чисто синхронизации тут нет. Тут все дело стоит на горе, и, возможно, тут идет синхронизация с этих вот танкеров водных, дождевых. То есть здесь вот такая синхронизация. Значит, обращаю ваше внимание на вход в храм Соломона. Значит, вот его проекция. Вот мы видим здесь 4 рамки, а вход в Святая Святых здесь 5 рамок. Значит, вот как он должен был бы выглядеть. Вот эти 2 колонны на входе обязательно. Значит, здесь 4 рамки джет, и здесь 5-рамочный джет. Ну, что-то подобное, очевидно, было и во втором храме. Вот этот джет, да? Вот, все то же самое. Обязательным, так сказать, составляющей является вот этот джет. Его также видно на обычных переносных алтарях, которые находят археологи. Вот эти джеды. Значит, это является как бы определенным необходимым условием. Значит, что дает нам этот джет? Это какой-то усилитель и фильтр. То есть без него ZP не будет работать. Или будет работать неправильно. То есть это и фильтр, и усилитель. Но тут получается очень сильная, любая вот эта геометрическая форма, она очень сильно искажает пространство. То есть вот этот храм Соломона, он имел такую буферную зону специальную. Потому что в Святая Святых было внутри совершенно другое пространство. И вот эта буферная зона была специально сделана для того, чтобы вот эти наружные стенки этой как бы зоны не касались наружных стенок общего здания. Это сделано, на мой взгляд, специально для безопасности. Потому что, то есть, если сюда первосвященник входил только один раз в год, и то если удачно, да, то по вот состоянию этого пространства, как бы тут можно было диагностировать сам ZP, его состояние. Но это, на мой взгляд, такое предположение. Значит, как
древние первосвященники пытались понять настроение как бы ZP-девайса, да? Они пытались это сделать математически. То есть они что сделали? Они придумали математику с нулем. Ну, то есть это не математика с нулем в чистом виде. Это матричное перемножение. Значит, в Кабале существует такая схема, как запрос к Богу Всевышнему. Можно, так сказать, спросить Бога, записав вопрос в определенную таблицу. Определенным образом. И потом, имея вот эту как бы матричную таблицу, перемножить эту таблицу, эту матрицу на эту. И путем многократного перемножения, ну, как метод итерации современной, да, на выходе получить какую-то матрицу. Получая эту матрицу, гадатели ее разгадывают. И каждый имеет свое толкование, и ответ, это и есть ответ Бога. Были целые города, значит, этих гадателей. Вот это все дело достаточно трудоемкое. Логарифмических линеек, я не знаю, у них, наверное, еще не было. Они делают все это вручную, и я представляю, сколько это, в общем, достаточно долго. И требует большого как бы количества. Ну, сейчас это, в принципе, быстро, но опять же это не точно. То есть это что мы здесь делаем? Значит, вот мне понравилась очень лекция ленинградского, значит, исследователя Владимира Гешкартина, где он говорит про асимметрию пространства. И там как бы он нам показывает примерную схему, как выглядят разные сознания. Он предлагает рассматривать наше сознание как вообще мироздание, как математически. Он предлагает рассмотреть, ну, примерно, да, что наше сознание, оно из-за декартовой системы координат очень сильно отличается от реального. И вот если наложить реальность на нашу действительность, то получается этот туннельный эффект. Вот этот туннельный эффект, это то, о чем мы его пытаемся вот эту нору проскочить с помощью вот этих вот гаданий. То есть мы слишком далеко от истины, и мы пытаемся эту истину вот здесь пролезть. Мы пытаемся это сделать, причем на небольших величинах, то есть на нано всяких размерах, на квантовых компьютерах сейчас. Да? То есть мы пытаемся идти через наномир и как можно меньше, чтобы у нас вот это дельта, чтобы вот этого эффекта не было. Для чего нам это нужно? Ну, нужно нам это для того, чтобы использовать ZP-девайс. Ну, вот, я бы на самом деле этот график нарисовал вот так пересекающимся, да, то есть вот здесь есть точки, которые мы пересекаемся. Вот эти точки надо найти. Вот эти точки надо найти и к ним подключиться. И, очевидно, древние знали вот эти вот точки и к ним подключались. Значит, что нам дает вот эта геометрическая форма и как она вообще изменяет пространство? Она очень сильно искривляет пространство, и это чувствуется даже, ну, вот когда она просто даже стоит и не работает.
Ну, здесь я хочу привести пример такой загадочной достаточно ситуации. Это убийство Кеннеди. Значит, 22 ноября 1963 года, значит, выстрелил в Далласе, затем фильм Запрудера, значит, вот эти все события. Ну, первоначально, значит, если кто помнит, то фильм Запрудера вышел в феврале 1969 года на широкую публику. Значит, фильм был снят в 12:30 по полудню. Это была пятница. Снимал фильм Авраам Запрудер, владелец, значит, швейник, да, цеховик, так скажем, по-нашему. До шаббата оставалось где-то часов 6 всего. Вот. И то, что он снял, принесло ему $150 тысяч практически. Но они ему не выплатили до конца. Значит, он его продал, этот фильм, Time, журнал Time, который опубликовал частично, значит, его фотографии там. Но дело темное, фильм исчез. Сам оригинал исчез, и весь муви этот показался, значит, первоначально в цветном виде, он показался только в феврале 1969 года. Многие в Америке посчитали его подделкой. Ну, и серьезно, конечно, исследователи. Не говорю об обывателе. Значит, вообще в этом деле очень много и смертей, которые продолжаются, и непонятностей. Значит, ну, сам Ли Харви Освальд — это вообще личность какая-то супер вообще непонятная. Да? То есть это агент каких-то спецслужб, который работал сначала на флоте. Он был каким-то осведомителем. Да? Его на полгода раньше демобилизовали. Значит, он потом, я не знаю, получает задание ехать в Россию, или это сам решает, я не знаю. Скорее всего, он просто прячется от тех, кого он посадил. Вот. Чтобы его просто не грохнули. Да? Значит, ну, вот для меня, например, это всегда казалось каким-то фейком. То есть я всегда считал, что фильм Запрудера — это подделка. Почему? Ну, как бы тут несколько причин. Ну, во-первых, на самом фильме мне не нравится, что он обрезан. Значит, если фильм он снимает целиком, значит, он снимает его целиком. Да? То есть он стоит и снимает. Значит, там получается следующее. Порядка 50 свидетелей, это запротоколировано, видели, как кортедж, он сначала первоначально едет значит, съезжает на этот перекресток, да, и должен повернуть сюда, на Элм-стрит, да. А раньше дорога в 50-е годы, она шла вот так. То есть вот это уже была поздняя пристройка. И водитель, он был сильно пьян. Ну, не пьян, он был с бодуна, да, потому что они это запротоколировали. Он замешался и вовремя не повернул. Он поехал вот так, как раньше и ездили все. И поэтому весь кортедж встал, и мотоциклисты уехали дальше туда, они там остановились. То есть это свидетельство 50 человек. На фильме этого нет. На фильме мотоциклисты где-то там имеются, но, возможно, это задние какие-то мотоциклисты, потому что их должно было быть больше. Потом, значит, в фильме
очень непонятно, значит, непонятная вещь с тенями. То есть 12:30 тени как в 6 вечера все. То есть тут это ноябрь, то есть можно посмотреть, значит, заход в ноябре 22-го в Далласе. Это известные вещи, их можно посмотреть. То есть, тени какие-то ужасные просто. Он едет на запад, значит, вот эта вот дорога ведет на запад, тени у нас идут строго на север. Ну, хорошо, я понимаю, здесь может быть чисто как бы, вот здесь сейчас тень сюда, это тень сюда. Ну, тоже очень понятно, что может гулять, но в 12:30 тень, она как можно, она вообще, ее практически нет. И мне вот это всегда как-то очень сильно не нравилось. Я считал, что это все, в общем, подделка, и что ситуация, в общем, какая-то дурацкая. И бедного там Освальда убили нарочно и так далее. То есть с убийством Освальда вообще вещь непонятна. То есть его убивает Джек Руби, который был совершенно псих. Он был просто псих. Вот, он был, и он случайно его встретил, так сказать, потому что он его никак не поджидал. И это было запротоколировано, все знали, видели, что он просто вошел случайно. Значит, Освальда везли в тюрьму, а был уже ноябрь. Он просто говорит: я не поеду, если пока мне не привезете теплую одежду. То есть они поехали ему домой за его теплой одеждой. Это оттянуло время. То есть если бы он не просил эту теплую одежду, он бы никогда не встретился с этим Джеком Руби. И его раввин Джека Руби потом писал много отчетов, он говорил, что это вообще человек вообще импульсный, никаких планов у него вообще никогда в жизни, он непланируемый человек и непредсказуемый. Чтобы совершить убийство, он мог, конечно, там ударить кого-то, придумать вот это вот специальное убийство Освальда, но это было для него нереально. Он был псих и просто псих. Итак, что у нас получается? У нас получается здание, в котором есть угловой джет. То есть это получается очень точная, очень мощная такая энергетическая точка, куда входит энергия. И если вот сюда поместить вот именно вот в это помещение какой-то ZP небольшой девайс, да, который будет усиливать и вообще выполнять какие-то либо мыслеформы, либо что-то, да, то почему бы ему и не поработать-то вообще? Значит, предположим, я даже вообще не умею стрелять, я стрельну в воздух, но захочу там кого-то убить, и я мыслеформой могу просто кого-то пристрелить. Потому что, например, если взять баллистический анализ этой пули, да, которая убивает Кеннеди, она вообще просто нереальна. Она какая-то там вообще вот такая вся кривая и, в общем, то есть смахивает на какую-то, в общем, подделку, да. Я тоже так думал, когда я увидел вот это, я задумался, подумал, а вдруг были в то время эти технологии, причем именно в это время, почему? А вдруг они были? Вот, предположим, есть такой документик, или его какая-то подделка, да? Схема предполагаемых геологических изменений в результате корректировки гравитационного поля Земли прибором А241 БИС. Андроп. Северной Америки нет, но Фидель Кастро остается. Да? То есть, я не знаю, может быть, это фейк какой-то. С начала нулевых где-то это выудено мной, но я не знаю. А если предположить, что вот такие ZP-девайсы были на вооружении, я не удивляюсь, почему грохнули СССР. То есть, если ЦК КПСС обладал такими технологиями, я думаю, он мог решить любые проблемы. Значит, еще отдельно хочу поговорить о, наиболее известном, рабочем ZP-девайсе Капанадзе, так называемый БТГ Капанадзе, который, все там презирают, кричат, что, всех обманывают и так далее. Обращаю ваше внимание, примерная схема, вот.
Значит, здесь все управление идет через Землю. То есть, опять же, то есть он синхронизируется через Землю удачно. Значит, кто видел там его видеосъемку, он видит, что у него огромный толстый жгут идет на Землю. И вот по этой Земле Земля управляет этим процессом. То есть синхронизация идет через Землю. Ну, возможно, это чисто какие-то геометрическое какое-то нахождение, географическое правильное. Вот. Ну, здесь, на мой взгляд, это вот эта схема, то есть, где Земля управляет самим процессом. То есть командный сигнал приходит от самой Земли. Ну, Капанадзе это не скрывает. Значит, что хочу в заключение сказать, да, что для успешной работы ZP-девайсов нужны как и синхронизация, как я говорил вначале, так и геометрическая форма. Ну, о геометрической форме мы еще поговорим. Мы уже о ней раньше касались. Значит, вот на сегодня пока что, я думаю, все. То есть вот все, что я хотел сегодня сказать. Спасибо.